Привет, друг! Ты на канале Март. Сегодня разберем ряд похожих друг на друга механик. Несколько конкретных моментов могут однажды спасти тебе игру, но остальные предлагаю считать просто любопытными особенностями. Видео создано на 738C патче. Напоминаю, что в видео есть субтитры на двух языках, а лайк и подписка очень помогают развитию канала. Начнем с механик сплэша и клива. Раньше между ними была огромная разница. Клив наносил чистый урон, а сплэш работал у иллюзий. Теперь же они одинаковы в большинстве моментов. Два из отличий можно легко разглядеть в обычной игре. Источники клива, как, например, БФ или вторые способности Свена и Магнуса, бьют в конусовидной области и срабатывают только при атаке существ. Сплэш, как, например, ультимейт ДК или ветка Тини, бьет по области в форме круга, а еще срабатывает даже при ударе по постройке или варду. А теперь к различиям, которые увидеть не так просто. Некоторые способности, которые применяют автоатаки по области, не взаимодействуют с кливом. Например, щит Марса. Но он отлично взаимодействует со сплэшем. Возьмем Рубика, который своровал ветку Тини, и в его руках щит может сработать лучше, чем Эхо Слэм. В большой пачке крипов ни один герой не будет чувствовать себя в безопасности. А еще одно различие осталось из далекого прошлого. Как работают сплэш и клив сейчас? Если твоя атака 100, а урон по области 50%, то второстепенные цели получат 50 урона, который будет снижен их показателем брони. Это работает для обоих видов урона по области. В то же время пассивка Темпларки использует старые особенности сплэша. Урон по области будет зависеть от брони основной цели. Чем больше брони, тем слабее Псиблейд. Сам Псиблейд при этом наносит чистый урон, который пробивает все. Сплэш черного древнего дракона работает примерно так же, но урон по области будет физическим. То есть урон по второстепенным целям будет снижен дважды. Замечали, что на Наги или ТБ особенно просто фармить драконов? Теперь мы знаем наверняка почему. При этом псевдосплэш Темпларки будет работать на иллюзиях, но пассивка древнего дракона нет. А еще сплэш работает на рейнджевиках, а вот клив нет. Хотя есть забавная механика. Если рейнджовый герой выпустил снаряд и стал милишным до того, как снаряд поразил цель, атака будет милишной, а это значит, что клив сработает. И новое примечание из патча 7.38. Урон от брошки не считается отдельным дэмэдж-ивентом, что можно легко проверить на Темпларке, но при этом не идет ни в сплэш, ни в клив. Очень рекомендую в поздней стадии на Тине всегда менять брошь на Дейдалус. А еще очень рекомендую подумать над таким выбором. Забрать бесплатную имморталку за 100 рублей сразу, или же улучшить ее в более дорогой предмет, но с риском потерять халявную шмотку. В закрепе будет ссылка на эпиков, где в новом весеннем ивенте ты будешь стоять перед этим выбором хоть каждый день. Каждый день бесплатный предмет, который ты можешь сразу забрать, или же его улучшение. Уникальная временная акция. Советую прямо сейчас поставить видео на паузу, перейти по ссылке и забрать сегодняшний подарок от Epic Loot. Epic Loot – халявные арканы каждому. Теперь про механику провокации. Этот абзац урезан в несколько раз, чтобы обсудить только те вещи, которые могут пригодиться в игре. Здесь мы будем сравнивать только ЛК и Акса, не трогая другие, развеиваемые источники псевдопровокации. Первое различие – дуэль спровоцирует героя под колом Акса, но не наоборот. И второе, куда более важное различие – дуэль ЛК накладывает сайленс. Но при этом первый скилл легионки остается нажимным и для нее, и для, например, Рубика, который угодил в дуэль. И это безмолвие не сработает против сайленсера, если у него выбран соответствующий аспект. Агр Акса не пугает анонимного Урсу, ультимейт жмется прямо во время провокации. С легионкой так не сработает. И ЛК с Сильвером отлично может показать себя против Абадона, его ультимейт просто не сработает. Если урона достаточно, можно повеселиться и с Кандой. Еще важное различие заключается в том, что АД убьет себя за 3 удара в БМ Акса, если не успеет выключить орб, а вот в дуэли Леги его модификатор атаки просто выключится. Анонимный ультимейт Хускара во всем повторяет кол Акса, но, что забавно, благодаря своей первой способности Хуск может превратить кол в дуэль.
Но, разумеется, Silence LK развеять нельзя, в отличие от первого скилла Хускара. И, закрывая тему, напомню, что Black Hole Enigma тоже накладывает неразвеиваемое безмолвие, а Ганимный Урса и здесь настрадается. Теперь поговорим про двойные атаки. Эта тема безумно простая. У нас есть сабелька, пассивка Вивера и врожденка Джакира. Механики скиллов Вивера и Джакира абсолютно одинаковы. Герой совершает атаку, после чего выпускается второй снаряд. Этот снаряд не считается полноценной атакой, никак не взаимодействует со скоростью атаки, не требует анимации и может быть выпущен на ходу и даже по цели, которая вышла из радиуса атаки. Причем, если Вивер или Джакира становятся милишниками, снаряд дополнительной атаки будет невидимым, способным поразить цель вне фиксированной для волка рейнджа атаки в 150, но все еще будет считаться милишным. Что же касается сабли, она просто увеличивает скорость атаки до максимума для совершения одной атаки. Если я ничего не путаю, когда Венге только добавили милишный аспект, вторую атаку она совершала после того, как снаряд прилетел. Теперь же совершает сразу, что делает саблю на этом герое чуть-чуть интереснее, но, как по мне, это все равно спорный выбор. Итак, Сейбр увеличивает скорость атаки до максимума, а значит, что Эхо Страйк никак не увеличит ДПС героя, который бьет со скоростью 700. Благо, на сегодняшний день не осталось героев с высоким атак-спидом, на которых зачем-то продолжают покупать саблю. Вивер и Джакира же, напротив, отлично сыграют высокую скорость атаки, ведь дополнительные снаряды вылетят в любом случае. А на этом видео заканчивается. Лайк и комментарий приветствуются, как и подписки с колокольчиками. С тобой был Март. Удачи в игре и в жизни.